криптоэнтузиасты, итак, приветствую вас на канале. Ну что, на данный момент у нас альткоины зашевелились, потому как эфириум зашевелился. Буквально небольшое движение эфириума начинает двигать весь рынок. Ну что, для начала хочу, конечно же, выявить огромную благодарность тех зрителей, которые поддерживают мой канал лайками, подписками, комментариями. Иногда некоторые люди даже есть, что и донатят. Огромнейшая вам благодарность. Ну что, давайте мы посмотрим, что у нас творится на крипте. Эфириум у нас дает 4,3% за сутки, биток 0,6%. Приток капитала намного больше, чем в эфириум. Но все равно это не те значения, которые нам бы хотелось бы увидеть. Да, у нас только начало июня, сегодня 3 число. И может быть такое, что биток уже сформировал свой разворотный фитиль. Давайте мы посмотрим цену битка. На месяце мы в принципе выглядим, это все дело вот так вот выглядит. Биток наш здесь сформировал уже здесь фитиль небольшой. И может быть такое, что мы уже здесь формируем уже разворотное движение. Все выглядит неплохо. На недельке у нас вот так вот. Можно заметить, здесь такой вот бычий треугольник присутствует на недельке. И надеемся, что у нас будет дальнейшее пробитие. Биток находится в очень важном уровне, потому как он находится на двух вершинах. Это декабрь 2024 года, январь 2025 года. Здесь сформировалась третья вершина. Это локально, также глобально на месячном это две вершины. И у нас похожая ситуация, как было вот 2021 год. И тут мы, в принципе, находимся у важного момента, потому как мы можем с текущих развернуться даже на медвежку, но только у нас не было альт-сезона. Не включили они, конечно же, альт-сезон. Все. На 4-часовике все здесь неплохо. Биток скорректировали, проторговали и потихоньку биточек ползет просто вверх. Также, если мы посмотрим индикатор Hash Ribbons, то у нас есть четкий двойной сигнал на дневке по Hash Ribbons. Здесь все у нас хорошо, потому как здесь и произошла у нас капитуляция, серая точка капитуляция, красное облако. У нас произошла капитуляция на биткоине и дали двойной сигнал. Ну, я думаю, что здесь все у нас выглядит очень шикарно по бычьи. Останется только ожидать отработку данного сигнала. На недельке у нас есть закреп. Закреп у нас произошел 19 мая. Сегодня у нас уже 3 июня. Так что можно здесь конкретно уже даже и не рыпаться. Тоже на недельке видно, что сигнал был вместе с капитуляцией. И это очень шикарно, очень по бычьи выглядит. Остается только дождаться этого движения. Вроде бы как после сигнала у нас небольшая коррекция здесь и произошла, но не нужно исключать, потому как могут еще дать коррекцию. Только 7%. Что у нас было по коррекции в марте? Давайте мы посмотрим. У нас здесь был сигнал и коррекция составляла примерно 13%. Ну и конечно же по временному интервалу, если мы посмотрим, то у нас в июле 2024 года был сигнал. Коррекция здесь у нас была 30%. Ну и после сигнала мы здесь простояли очень длительный период времени. Если мы посмотрим, мы 98 дней простояли. Просто-напросто 98 дней вместе с коррекцией мы простояли. Так что здесь нужно набраться терпения. Может быть такое, что у нас будет разворотное движение с текущих, а может быть такое, что мы здесь будем стоять в какой-то коррекции, ну, примерно там 3 недели, а может быть даже и 3 месяца, ну, 90, например, дней, это не очень таки и мало. Если посмотреть по притоку капитала, ну, стоит капитализация на месте 3 триллиона 320 миллиардов долларов. Здесь особо рассматривать нечего. У нас тут еще и будут летом разлоки. Это тоже будут давить они на рынок. Ну, притока нету. Я не знаю, как будет дальше, что-то будут обстоять. Уже выходят новости, вроде бы как там и Пауль уходит в отставку. Так что, кто знает, какие подробности, пишите в комментариях под видео, потому как я за новостями особо не слежу. Доминация биткоина у нас, ну, так же само стоит на хаях. Никаких движений здесь нету, но и такое ощущение, что вроде бы как они готовят небольшой поджим. Поджим, в принципе, они вот такой вот готовят. Такое ощущение, что вроде бы мы будем пробиваться
вверх. Ну, посмотрим, понаблюдаем. Конечно же, доминация очень уже длительный период времени не падает. Я предполагал, что в принципе у нас будет начало падения доминации начинаться где-то с конца марта, начала апреля, но мы этого не увидели. И буквально, несмотря на то, что прошлые циклы у нас это происходило, в этом цикле нету, мы уже 51 день стоим в боковике, ничего у нас не происходит. И также золото. Золото у нас вчера начало двигаться. И золото, наверное, все-таки пойдет у нас на перехай, потому как у нас здесь очень-очень бычий паттерн. Мы можем посмотреть, что здесь у нас такой вот восходящий клин. И даже у нас здесь не клин, а более-менее похоже такое что-то на треугольник. Зачастую такие вот фигуры выходят обычно с импульсом просто вверх, куда-то выше сюда. Похожая ситуация у нас была февраль 25 года. Здесь вот аналогичный у нас такой вот был поджим октябрь 24 года. Тоже похожая ситуация была. Даже вот буквально в апреле 24 года у нас был такой вот восходящий треугольничек, и мы пробивали все это дело просто вверх. Вот так вот, если мы вот посмотрим, у нас просто здесь все выглядело по-бычьи. Аналогичная структура и здесь вот рисуется. Я думаю, что золото все-таки пойдет, наверное, на перехай. Это 3 577 долларов. Я думаю, что мы коснемся. Это такое. Но золото вообще оно никаким методом не касается криптовалюте. Я считаю, что нету там никаких переливов золота. Итак, эфир лонги. Здесь немножко печальная ситуация, потому как по эфириуму у нас лонги закрываются. Мы видим, с каждым днем есть красные свечки. Они, правда, небольшие, но вот так потихоньку ступенечками красные свечки присутствуют. И идет ступеньками закрытия лонгов по эфириуму. И несмотря на то, что, допустим, в прошлом, альт-сезоне, вот здесь вот ноябрь-декабрь у нас было закрытие лонгов, то здесь был молниеносный выстрел альткоинов. А тут с текущих мы вообще даже ничего не увидели. Даже не было никаких поглощений, коррекций, вообще ничего. Но к психологической отметке, я думаю, что еще далеко, волноваться не нужно. У нас психологическая отметка начинается вот здесь вот 200 тысяч, допустим, битков по лонгам. Я думаю, что может здесь они потихоньку начнут что-то раскачивать, будем за этим наблюдать. Но если камнем вниз мы полетим, то можно сказать, что никакого альт-сезона вообще не будет и роста альткоина вообще не будет. Это уже даже будет не хаи там ноября 24 года и даже не марта, допустим, 24 года. Тут уже просто альта в дрищах будет, самых натуральных. В принципе, вот так вот. Но хотя бы нас радует эфириум. Эфириум хотя бы чуть-чуть радует, потому как есть небольшое движение эфириума. Давайте мы посмотрим подробно эфириум, что у нас здесь творится по эфиру. Цели остаются актуальные. У нас здесь, я думаю, что цели будут актуальные. Также у нас здесь будет очень тяжелый период времени по эфириуму, потому как мы сможем увидеть здесь и разворот на медвежку, и аналогично это, конечно же, пробитие хая и поход выше по эфириуму. Локально мы здесь выглядим пока вот так вот, в таком вот треугольничке. Поджимают они все это дело. Мы можем подредактировать этот треугольник. Вот так вот есть по фитилям здесь касание. Поджимают. Я думаю, что здесь начнется движение. Но только вверх. Если, конечно же, с текущих эфириум пойдет вниз, это все. Можно полностью похоронить экосистему эфириума, всю и альткоины, потому как никакого дальнейшего альт-сезона у нас просто не будет. Нам нужно здесь вот пробить этот бычий треугольник и уйти выше в новый блок. Это у нас блок вот этого вот слива, диапазон 3300 по эфириуму. И тогда здесь вот проторговывать. Сейчас пока мы потихоньку проторговываем вот это вот движение, которое у нас было в феврале 2025 года. Но затягивают они это все дело. RSI, стохастик у нас здесь неплохо выглядит. Все вроде бы разгружено на дневке, притом все неплохо разгрузили. Так что
потенциал выстрела вверх у нас здесь присутствует. Притом длительный период уже времени боковичка. Эфир зачастую очень медленная такая скотина, что он очень медленно, конечно же, двигается. Но в принципе что, на рынке у нас все неплохо выглядит. Уже 3 дня июня месяца. Я думаю, что все-таки эта неделька у нас будет очень важная. Нам нужно удержать цену биткоина в диапазоне 105 тысяч долларов. Это как минимум мы должны удержать 105 тысяч долларов. Ну и, конечно же, на этой неделе закончатся все коррекции. Следующее, предполагаю, что будет нормально какое-то уже движение. На данной прекрасной ноте будем заканчивать. Есть, конечно же, телеграм-канал, телеграм-чат. Поддерживаем канал максимально репостами, лайками, подписками, комментариями. Можете поделиться данным видео. Я думаю, что вам будет очень полезно. Будем искать точку выхода из крипторынка, потому как уже бычка подходит к своему завершению. Я это неоднократно говорил, что где-то к концу лета, начало сентября у нас произойдет событие важное. Это 520 дней после халвина битка, когда заканчивается бычка. И только потом уже начнется медвежка. Но ситуация очень сложная на рынке, потому как нету альт-сезона, и это очень плохо. Те, кто сидят в битке, они просто в шоколаде. В шоколаде, ну и, конечно же, кто успел подобрать эфириум по 1300 долларов, я думаю, что на 2 иксах они смогут что-то заработать и скинуть этот шлакокоин в дальнейшем. Ну, может быть такое, что эфириум не шлакокоин, а пойдет в диапазон 7-8 тысяч долларов к концу этого года. И будет все-таки у нас альт-сезон. Будем за этим наблюдать. На данной прекрасной ноте будем заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. Мирного неба.